Good morning, everybody. Доброе утро How всем. everybody's doing? Very quiet, Как у всех дела? peaceful, at your home. Очень такое спокойное время дома. Practicing, connecting with each other, Занимайтесь or практикой, driving crazy each other, связывайтесь друг с другом, или же сводите с ума друг друга, resting, or being very restless. покоитесь, или же наоборот беспокоитесь, Feeling very connected, or begin to feel very connections, чувствуете связь, or feeling very disconnected. или начинаете чувствовать новые связи, или же чувствуете отсутствие связей. It's this social isolation, social physical Вот эта социальная изоляция, distance. Is it bringing социальная физическая some sense дистанция, of closer приносит она self, какое-то чувство приближения к себе, or is it bringing more disconnection, или же fear? So она приносит how are you doing all? отсутствие связи и страх. И как вообще у вас всех дела? Today is the topic of В любом случае, discovering your refuge within. сегодняшняя тема This is the topic. «Обнаружить свое прибежище Before I внутри». go into my topic, Это I тема. wanted to first say really I appreciate very much to our И прежде чем перейти к этой теме, я хочу сказать, что я очень ценю, Facebook Live что team organize these things наша команда very Facebook Live sense of immediately. организовала Also all the очень оперативно вот эти трансляции, translators и также very spontaneous. все переводчики, которые готовы переводить, это вот так спонтанно, Different languages они translated this доступны very moment. So I 12-13 разных языков. being В данный there. момент перевод происходит. И я очень ценю это, что вы So все today's здесь, topic is помогаете. discovering refuge within. Итак, сегодняшняя тема As we all «Обнаружить свое прибежище внутри». That refuge, Как мы все знаем, in many tradition, particularly in прибежище Buddhist tradition, во многих традициях, и в частности we have в тибетской буддийской most of the time традиции, when we talk традиции about Бон, refuge, we are у нас referring есть to outer чаще refuge, всего, когда мы говорим о прибежище, Buddha, мы Dharma, Sangha, имеем в виду внешнее прибежище. Будда, Дхарма, Санга, или же в тантрической форме мы говорим Цаалунг Тигле, каналы, Бинду, сферы света. Есть различные способы понимания прибежища. И здесь я подразумеваю под прибежищем больше наше внутреннее прибежище. Три каи. Дharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, которые есть в нас. Или же, если сказать по-другому, это то, кем мы являемся на самом деле. Если мы осознаем, кем мы действительно являемся, то мы начнем устанавливать связь со внутренним прибежищем. И так, какую защиту оно нам дает, какую защиту мы чувствуем. Или же, как мы чувствуем, когда у нас меньше защиты или отсутствует защиты, когда мы чувствуем страх, опасность, беспокойство, как в данный момент. Вирус распространяется повсюду, и многие много новостей, много различной информации, и у нас чувство, что мы не знаем, как считать, что думать, у нас чувство неопределенности. И вот в этот момент прибежище, что важно понять относительно прибежища, наше внутреннее прибежище – это защита, настоящая защита. Это означает, что важность присутствия связи. Когда мы теряемся в обществе, мы теряем эту связь. Мы теряем связь с более высоким прибежищем, с божественными охранителями, защитниками, со старшими, с наставниками, с учителями,
transmission, с линией преемственности, we с have lost передачей. connection to Мы теряем each связь other. We have lost connection to друг с nature. другом. The Мы теряем families связь are losing с природой. connection with each other, and people are losing В connection семье with теряются связи друг с themselves, другом. who they are. И люди теряют Bottom связь line is, с самими we собой, are с тем, кем они losing являются. connection. И самое We have главное, lost мы connection. We are continuously теряем losing связь, connection. So мы потеряли this is связь what is и important. продолжаем терять связь. In order to Вот find что the важно. refuge, protection, is to find Для того, чтобы the connection. найти прибежище, защиту, нужно For the найти last number of years, связь. I have been really emphasizing a lot on idea of В течение последних rest многих лет я and действительно connect. подчеркивал идею Sometime we've been trying to practice together. того, чтобы покоиться и устанавливать связь. And many time I've also И иногда мы heard пытались people, практиковать when I вместе say и that, делать rest это. and connect, И часто я также замечал, когда я это говорю, the sense of, покоиться и устанавливать связь, that's люди fine, как бы that's fine. And говорили, getting да, все very, хорошо, да, понятно. restless, agitated, doing so many И unnecessary они things. начинали беспокоиться, волноваться и делать так много ненужных вещей, лишних вещей. So И whole thing in the universe, страдали из-за последствий even the этого. virus itself, I think, is Вообще, самое главное в мире и во Вселенной, даже сам вирус, я думаю, это результат того, что мы делаем очень много вещей по отношению к природе, к окружающей среде, которые лишние, ненужные. Мы теряем связь, мы потеряли связь, и в данный момент мы все, с чем мы сталкиваемся, это социальная изоляция, социальная и физическая дистанция. Вот это важно. Но это возможность, благоприятная возможность, социальная изоляция, социальная дистанция. Это вход. Я чувствую, что это такой как бы вход для обнаружения нашей связи, что она вне каких-либо границ. Мы не способны куда-то пойти, мы не способны что-то сделать с нашим телом боли. Все наши действия, которые основаны на нашем теле боли, так много ненужных вещей, которые мы делаем, и под влиянием нашего тела боли, очень много вещей, которые мы говорим, даже во имя любви, заботы, внимания, воспитания, коммуникации. Очень многие вещи, наверное, они не нужны, потому что происходят из речи боли. Очень много мысленных образов, идей также не нужны. Например, беспокойство. Очень многие беспокойства абсолютно не нужны. Но мы все равно беспокоимся из-за нашего ума боли. И вот все эти действия ума боли, речи боли и тела боли – это главная причина, почему мы создаем много причин в мире, почему и сам вирус, наверное, существует из-за этого, почему есть так много страха и последствия страдания, которые мы испытываем из-за этого. Вселенная говорит нам: пожалуйста, дайте мне отдых, дайте мне перерыв, и вы сами тоже отдохните. Вы можете чувствовать каким-то образом в данный момент, даже в Калифорнии, где мы находимся, все магазины закрыты, кроме продовольственных и аптек, только они открыты. Остальные рестораны и так далее, магазины закрыты. И когда выходишь на улицу, гуляешь, можешь видеть, что улицы такие тихие, спокойные. Можно чувствовать какое-то глубокое чувство коллективной неподвижности, что это трудно, может быть, ощутить
с помощью медитации в себе, но сейчас мы можем это ощущать снаружи. Нужно почувствовать эту неподвижность снаружи, почувствовать также этот покой внутри. Если прислушаться, то вы услышите безмолвие вокруг вас, если вы выйдете где-то на улице, и почувствуйте это безмолвие внутри. Это благоприятная возможность. Это чудесная возможность для нас действительно установить связь. Установить связь с покоем, с безмолвием, с пространством и благодаря этому войти во внутреннее прибежище. Внутреннее прибежище – это другое название того, когда, то есть, когда наши болезненные действия полностью прекратились, когда мы чувствуем полное присутствие неподвижности, покоя, когда наша речь боли и голоса боли в голове полностью остановились, и вы слышите глубокое безмолвие, когда все действия, эмоции, мрачения в вашем уме прекратились, когда вы способны осознавать и устанавливать связь с внутренним небом, с внутренним светом, с безграничным священным пространством, с Дхармакаей. Это и есть внутреннее прибежище. Когда вы осознаете это, когда вы устанавливаете связь с этим, все страхи автоматически растворяются. Все проекции страха автоматически растворяются. Все действия, вызванные страхом, автоматически растворяются. Все помехи, которые могут быть из-за этих действий, их больше нет, потому что нет самих действий. А что есть, это внутреннее прибежище. Когда вы покоитесь достаточно глубоко в этом внутреннем прибежище, то у вас есть защита. Почему я подчеркиваю внутреннее прибежище? Потому что в каком-то смысле есть очень много людей, которые сейчас слушают. Это внутреннее прибежище не связано с какой-то одной традицией, с религией Бон, или с буддийской религией, или христианской религией, с какой-либо религией. Это наша истинная природа. То, кем мы являемся. И к этому можно найти доступ, когда мы прекращаем все ненужные действия, которые производят наши тело боли, речь боли и ум боли. И Вселенная дарит нам большой подарок, чтобы мы могли это сделать в данный момент. Огромный подарок. Чудесный подарок. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы все вскоре преодолеем этот вызов, эти проблемы, эти страхи. Жизнь вернется к нормальному течению, но мы будем гораздо больше ценить жизнь, которая у нас была и раньше, и у которой у нас будет вскоре. Но в данный момент Вселенная преподносит нам урок. Как вы будете использовать это время, этот момент, это очень важно. То есть вы больше покоитесь. Вот что бы я бы порекомендовал, это больше покоиться. То есть выспаться, отдохнуть. Размышлять над самим собой, что вам нужно делать в жизни. Восстановить какие-то связи с людьми. Побыть с родными, с семьей, установить связь с этим. Я видел такую смешную шутку. И так говорится, что это такой момент, когда все вынуждены сидеть дома, и некоторые люди
и все сводят друг друга с ума, дети и родители. Это может быть так, это мы к этому не привыкли, конечно. Быть вместе так долго, так близко. Но это благоприятная возможность для того, чтобы заметить, насколько мы не вместе, насколько мы не находимся вместе, насколько мы не установлены связи друг с другом. Вселенная говорит нам, будьте вместе. Вскоре вам нужно будет опять куда-то идти и жить нормальной жизнью. Ну вот это сейчас благоприятная возможность установить связь с родными, а не сводить друг друга с ума. И еще я слышу шутку, что пары, семьи, они вынуждены сидеть дома, и, может быть, в ноябре где-то у нас будет много детей родиться. Потому что люди остаются дома. Ну, вот такие всякие смешные шутки. Но самое важное, это такая замечательная возможность действительно почувствовать связь. Вот что я здесь говорю. Восстановите свои недосыпания, обнаружите свое потерянное чувство себя, найдите связь, все эти связи, которые вы потеряли, осознайте цель или смысл своей жизни, размышляйте глубоко над этим, и это возможность действительно глубоко ценить те связи, которые у вас есть с людьми. Постарайтесь не слишком много делать, не слишком много говорить, не слишком много думать. Больше покойтесь, отдыхайте. Это все, что хотел сказать. И также я хотел еще напомнить, что этой весной у нас будет ретрит. Марьяна, наверное, разместит информацию об этом. Это первый раз, когда мы Тензин речь. Поскольку мы не сможем провести этот ретрит, мы будем его делать онлайн, в интернете, и я думаю, что это великий тест для того, чтобы посмотреть, как мы сможем во всем мире, как киберсанха, сообщество во всем мире, как мы сможем вместе провести ретрит другим способом. Я бы очень порекомендовал, если у вас есть такая возможность присоединиться к нашему весеннему ретриту с помощью программы Zoom. Я буду проводить из дома его, и мы будем заниматься целый день. И будут медитации и наставления. Я бы порекомендовал likmincha.org или cybersangha.net. Вы можете найти там больше информации об этом. И сейчас мы приступим к медитации, в которой мы будем работать с нашим страхом и находить внутренний покой в медитации. So sit comfortably. Итак, сядьте поудобнее. And those you know how to do the 9 breathing purification. Если кто-то знает, как выполнять 9-кратное очистительное дыхание, выполните его. Если кто-то не знает, как это делать, пожалуйста, делайте, глубоко дышите, и особенно дышите через обе ноздри, глубоко вдыхайте, глубоко опускайте воздух в тело, и особенно в те места, где вы чувствуете страх, беспокойство, вдыхайте воздух туда, и оттуда выдыхайте все несвежее дыхание, негативные ветры, энергию выдыхайте, и снова вдыхайте свежий воздух, и сделайте это 9 раз.
So we will sing Om. Сейчас, когда мы будем петь Ом, Feel opening, чувствуете, and feeling more and more space, что происходит такое раскрытие и появляется все больше пространства и больше и больше связи и осознания этого пространства, и расчищается все волнения, все страхи вокруг вас, внутри вас. И сейчас, когда мы будем петь Ом, чувствуйте больше чувство присутствия, осознания. Это такой озаряющий свет осознания, который излучается, и мы чувствуем присутствие этого пространства еще больше. Есть не только чистое небо, но и в нем светит солнце, излучает все свои качества. Это Ом. Ум дает энергию из этого света каждой клетке в нашем теле и вокруг нас, всем, кто вокруг нас, и мы чувствуем это внутреннее, больше пространства, больше света, больше тепла, и внешне с древа прибежища, каким бы мы его не представляли, каким у нас есть связь, из этих источников мы получаем белый, красный и синий свет, мы получаем благословение. Это то, что нам нужно в данный момент, много благословения отовсюду, ото всех. И самое важное, чувствуйте, что мы все посылаем это благословение, поддержку друг другу. Давайте, будьте открыты тому, чтобы давать, и чувствуйте также открытость к тому, чтобы получать и получаете. Если вы не открыты, то замечайте, что вы не открыты, и позвольте себе открыться.
continuously feel receiving the blessings. Продолжайте чувствовать получение благословения. Bring your full attention to your body. Направьте все свое внимание на свое тело. Allow your body to fully rest. Позвольте своему телу полностью покоиться. Be aware of all the sense of anxiousness, fear. Осознавайте Be aware of чувство беспокойства, страха. and allow them Осознавайте их fully rest. и позволяйте им полностью успокоиться в этой глубокой неподвижности. Aware of any effort that you feel in your body. И осознавайте какие-либо усилия, которые вы чувствуете в своем теле. Выдыхайте их. Погружайтесь еще больше в состояние покоя и повторяйте это. Allow to all the pain speech, fear speech, Позвольте your voices in your всем head, все речи боли, let them dissolve. речи страха, голосам страха в вашей голове, позвольте им раствориться. Silence and rest in that silence. Чувствуйте глубокое безмолвие и покойтесь в этом безмолвии.
continuously Продолжайте deeply aware of глубоко осознавать stillness in your body. покой своего тела, Just feeling still, feeling просто вы grounded, чувствуете feeling connected, неподвижность, заземленность, feeling связь. resting, Чувствуете, что and вы not покоитесь. trying, but И allowing не the стараетесь, body но to позволяете rest своему телу and connect. покоиться и устанавливать связь. And being aware of your voices in your head, Вы осознаете свои голоса в голове, all your inner pain speech, всю свою внутреннюю речь боли, вы ее слышите, allowing them to rest позволяете ей in deep успокоиться inner silence. в глубоком внутреннем безмолвии. The moment you hear Как inner только silence, вы moment слышите you feel внутреннее inner безмолвие, silence, как только вы чувствуете moment внутреннее you are aware безмолвие, of inner как только вы silence, осознаете внутреннее noise will безмолвие, automatically self-liberate, шумы автоматически self-heal, самоосвобождаются, and silence самоисцеляются, will spontaneously и discovered. безмолвие обнаруживается спонтанно. Feel that. And feel this Чувствуйте это. beautiful, И collective чувствуете cyber это, silence. Feel this это beautiful прекрасное коллективное silence. безмолвие киберсанхи. These days we hear it even outside your walk. You В эти hear the дни мы silence, слышим это даже stillness, на in the улице, когда мы streets. гуляем, на улицах неподвижности и безмолвия. Nothing wrong there. В этом нет ничего неправильного. It's a door to discover Это greater дверь для того, truth. чтобы обнаружить более великую истину. Feel that silence. Чувствуете это безмолвие. And in your heart, И в сердце feel like a чувствуете crystal clear sky. It's open, кристально ясное небо. vast, Оно открыто, оно accommodating, просторно, it's luminous. оно все в себя вмещает, оно It does not change. светится, It does not оно не run away. оценивает, ни за кем не Just гонится, accommodate, не убегает, illuminates а просто вмещает и everything освещает what's все. happening in there. Все, что происходит там. And there's a deep sense of peace and И есть глубокое restfulness чувство and healing in that покоя awareness. и исцеления в этом осознании. So during the meditation, I think И в ходе maybe it's медитации, not to, я думаю, может быть, хорошо, yeah, you don't need to click anything. не нужно ни на что щелкать. It's okay for a moment to not click the hearts and likes. То есть можно лайки и сердечки в какой-то момент перестать ставить во время медитации. Stay still. Просто оставайтесь неподвижны And quiet. и спокойны.
Now, just for a moment, Сейчас на некоторое время be aware of your осознаем fear. свой страх. Be aware of Осознаем collective fear коллективный страх, that you have been experiencing который мы few чувствовали days. последние несколько дней. See them, Старайтесь это видеть, know them, знать, feel them, and bring чувствовать into a conscious, bring into awareness, and look и at освещать это осознанием, naked смотреть eye of awareness. нагим оком осознания, смотреть на это. You also lack connection to that У вас fear. также You нет also lack связи с этим страхом, у awareness вас нет осознания, to the activities of that fear. Recognize активности them. этого страха. Старайтесь это заметить, осознать. This sense of restlessness at home, Чувство беспокойства дома, overreaction to each other, избыточные реакции друг на друга, or eating more foods. или же вы едите больше, чем обычно. So whatever manifestation of that fear, Какие бы ни были restlessness, проявления этого страха, recognize. беспокойства, замечайте. There's a beauty of being in that stillness, Есть прелесть пребывания в этой неподвижности, silence, в этом безмолвии, in that spaciousness, в этом пространстве, in that connections в этих связях with yourself and others. с самими собой и с другими. So see that fear, the face И of that постарайтесь, fear. постарайтесь рассмотреть From этот страх deep stillness, silence, and из spaciousness. глубокого покоя, безмолвия и пространства. Approach that fear with spacious, luminous, warmth attitude. Относитесь к этому страху таким And пространственным, smile теплым, светлым at отношением. fear. Улыбайтесь этому страху. Feel connection to that fear. Чувствуйте связь с этим Warmth страхом. toward that fear. Чувствуйте тепло в отношении этого страха. Kindness toward that fear. Доброту в отношении этого страха. Giving what we call giving spacious, Мы это называем luminous, warm пространственным, светлым, теплым объятием. fear. Мы его дарим нашему страху. Spacious means being more open to your fear. Пространственное Luminous means означает, что мы более открыты aware к and страху. you're connected. Светлое это означает, что мы Warmth means осознаем, quality у нас to есть связь. connect. Тепло означает Spacious, качество, luminous, посредством warm, которых мы to your устанавливаем fear. связь. И вот это вот пространственное, And светлое, this теплое warmth объятие для страха. slowly dissolve. И это тепло постепенно растворит ваш страх. And you will connect to И вы установите связь с fearlessness essence. глубоким бесстрашием, с бесстрашной сущностью, которая есть внутри вас.
Сознание безграничного пространства, которое вы чувствуете в данный момент, это ваша внутренняя защита. Осознание этого безграничного пространства внутри вас – это ваша защита. Источник Дхармакая, основа всего, Кюнджи, мать, Ма. Это защита, защитник. Если вы это осознаете, то вы чувствуете неразрушимость, чувствуете непоколебимость, неизменность, чувствуете уверенность. Когда у вас есть связь с этим безграничным пространством и осознанием безграничного пространства, когда мы полны ресурсов, мы находим решение проблем. Вы видите, что нет проблем, вы осознаете, что есть решение проблем. Вы способны больше заниматься решениями, чем застревать в проблемах. Вы получаете силу для этого, благодаря такой связи, которая является защитой. Вы не чувствуете себя потерянными, как будто вы заблудились, потеряли мать, но у вас есть связь с матерью. Вы связаны со своим источником. Эта связь и это осознание этой связи рассеет любые чувства потери, потому что вы не потерялись. Вы осознаете, что вы всегда связаны, у вас всегда есть связь. Связь – это ваша защита. Это внутреннее прибежище, это ваша защита в этот такой нестабильный момент, и оно с вами, и это также источник всех видов внешнего прибежища. И также, если кто-то может глубоко установить связь с внешним прибежищем, то внешнее прибежище – это способ установления связи с внутренним прибежищем. Чувствуете, что вы защищены, чувствуете защиту. Okay. So how is now everybody doing? Итак, как сейчас у всех дела? Can you see your fear? Можете ли видеть свой страх? Можете ли чувствовать страх? Можете ли вы установить связь со своим страхом? Можете ли вы улыбнуться своему страху, пожать ему руку? Можете ли вы коммуницировать со своим страхом? Можете ли вы быть игривы со своим страхом? Можете ли вы быть полны ресурсов со своим страхом? Можете ли вы шутить со своим страхом? Можете ли вы смеяться над своим страхом?
Можете ли вы танцевать со своим страхом? Можете ли вы петь песни со своим страхом? Можете ли вы видеть свой страх как своего друга? Можете ли вы действительно видеть свой страх? Потому что страх – это то, что мы оцениваем, с чем мы теряем связь, что мы подавляем, избегаем, игнорируем. И мы придумываем разные истории, вместо того, чтобы заняться реальной историей, реальными историями. И страх никогда не уходит, он остается. Но когда вы смотрите ему в лицо, когда вы становитесь с ним друзьями, то это не проблема. Это дверь для уверенности, дверь к уверенности. Это дверь для роста. Вот что такое страх. Итак, надеюсь, что в это воскресенье, может быть, мы также... Итальянцы очень креативны. Я видел очень много изображений. Люди поют через окна своих квартир, играют на музыкальных инструментах и действительно выглядывают, смотрят друг на друга, делятся музыкой, обмениваются какими чувствами связи, присутствием связи друг с другом, поддерживают друг друга с каким-то чувством игривости, и это очень креативно, это чудесно. И это тот момент, когда нам всем нужно это делать, поддерживать друг друга. Действительно важно, чтобы мы друг друга поддерживали. Какими бы способами мы не способны были друг друга поддерживать, делайте это. Будьте для кого-то, и вы также знаете, что есть много людей, которые для вас. Доверяйте этому, будьте открыты этому. Не думайте, что нет никого для меня, это неправда. Есть очень много людей для вас. Будьте открыты. Я очень счастлив, что мы смогли общаться с вами в этот момент. У нас постоянно более 900 участников, я очень счастлив этому. Это явно присутствует такое чувство связи, и мы посылаем молитвы и любовь друг к другу. Я действительно счастлив, что есть возможность проводить такие трансляции в Фейсбуке. Мы будем дальше это продолжать в течение следующей пары недель. В субботу, в то же время, у нас будет опять медитация на Фейсбуке и наставления. Названия уже размещены. И если будет возможность, примерно в то же время, или, может быть, на час раньше, мы также сделаем такую сессию с музыкой. Многие из вас знают, что Раман – это невероятный игрок на флейте из Непала. Он согласился присоединиться из Непала. И Церин Ламо, которая прекрасная певица, она также хочет присоединиться в Зуме. И в любом случае, надеемся, что мы сможем устроить игру на флейте и музыку Сале. И также Лиса Симон, она также, у нее невероятный голос, и она также хочет присоединиться, поделиться с нами музыкой. У нас есть невероятные, талантливые музыканты, певцы, и мы надеемся, что принесем живость, радость через Zoom нашей киберсамки. Мы это предвкушаем. И берегите себя, всем много любви. Будьте здоровы, будьте в безопасности, наслаждайтесь этим моментом, устанавливайте связи